Всем привет! Сегодня у наших котофеев, у Арчика и у Анфисы день забот. А кот Вилли будет спокоен. Вот мы увидим вот этот сюжет, этот эпизод с большим псом. А в конце видео будет вот этот замок, мы над ним полетаем, я пару слов про него скажу. Смотрите, Арчику поставили преграду. Он ходил вот тут по вот этой ограде, подходил к бетонному столбику впереди и прыгал наружу, на улицу. А я против него сделал такое механическое приспособление. Вот он лапой а по нему не пройдешь. Ну, это небольшая такая техническая конструкция. Вот. Я вспомнил, что я когда-то был инженером и сделал вот такую штуку. Почему сделал? Мы не хотим, чтобы они прыгали, ходили сюда вперед. Вот смотрите, Арчик вышел, стоит, а тут вот такой пес. И этот пес, я спрашивал хозяина, как он относится к кошкам, и хозяин сказал, что к кошкам он относится плохо. И вот смотрите, Арчик выходит на тот столбик и по нему спрыгивает наружу. А вот чтобы этого не было, я и поставил вот эту конструкцию. Конструкция ролик, вот, и труба, пластиковая труба. То есть вся эта конструкция, ну, вот так вот. Это здесь сделано против Анфисы, потому что Анфиса, вы видели в одном из прошлых фильмов, она запрыгивала на ограду, вот так. А сейчас вот эта конструкция уже несколько дней полностью разрушила все Анфисины планы по вот этим прыжкам. Она раз 5-6 пробовала, к сожалению, не удалось заснять. Ирина видела несколько раз, я один раз видел. А вот она прыгала, и все это прокручивалось, она падала вниз. А вот. Ну, что делать? Что, Арчуха, нечестно, да? Нечестно? Ну вот, Арчик расстроенный. У него такая же конструкция, только труба поменьше. То есть по ней ходить, ну, не получится. Она так вся шатается. Ну, при этом выглядит, в общем-то, более-менее, ну, как-то так прилично хотя бы, ну, можно оставить в таком виде. Анфисия тут наблюдает, но Анфиса, так как ей перекрыли выход через ворота, прыжок через ворота, вот, она придумала другой вариант. Я тут убрал сетку с внешней ограды. Вот, я вам этот момент покажу. Она тут сидела, смотрела на уток. Смотрела, как Арчик мучается. Вот это снизу тоже против Арчика. И вот, обратите внимание, я тут снял сетку, она просто перепрыгнула, и вот она. Вот, я вам потом объясню со стрелками, что произошло. И вот она уже охотится на уток. Вот она взяла оттуда, просто прыгнула, перелетела через ограду. Ну вот представьте, там в этот момент собака или машина, или, ну. А мне пришлось сетку поставить назад. Вот, вернуть сетку. А я ее убирал именно из эстетических соображений, чтобы людей не пугать на улице. Арчик тем временем, то есть снизу его лишили возможности ходить вот по этим там перилам. А значит, почему они рвутся наружу? Тут утки. Смотрите, уток очень много. Вот, стая полетела. Здесь была рожь убрали. Соответственно, часть просыпалась. И там, во-первых, мышей, видимо-невидимо, ну, про мышей мы еще увидим чуть позже. Вот смотрите, она вдруг поняла, что там за вот этим, за огурцами, что там прячется мышь. Вот Вилли подтянулся тоже, и они караулят мышь. Она просто забежала, вот там под калиткой пробежала с поля и собиралась пройти на территорию. Ну, видимо, увидала котов, запряталась туда, под эти лотки спряталась. А теперь вот они ее тут караулят. Мышей на поле полно, уток полно. Соответственно, вот этих наших тянет туда магнитом. Арчуха, а тебе вообще перекрыли гады, да? Ну, вот Анфисия ходит, но бесполезно. Раньше уже было видео, как они там упустили мышь. А вот если мышь спрячется за такой лоток, ее не достать.
Ну, Верочка знает, что надо просто ждать. Вот, дергаться не надо, надо просто лечь и ждать. И мышь рано или поздно мимо носа пробежит. Ну, мы какое-то время наблюдали. Ирина как раз работала, я тоже работал. Вот мы рядом находились, я периодически снимал вот эти их мучения. А Арчик тем временем, Арчик, которому не удалось пойти на поле, поймал мышь возле тростника у воды. Вот видите, у него в пасти мышь большая, водная полевка, и он с ней сначала ходил, теперь уже играет. Ну, то есть он решил себе компенсировать отсутствие прогулки по полю, решил компенсировать охотой прямо на участке. Ну, в общем-то, к чему мы и стремимся. У них сбоку выход есть. Вот к соседям, пожалуйста, ты можешь выйти к соседям. Но тогда, да, естественно, через участок соседей они могут пройти и на дорогу, и на поле. Но это уже не будет прыжок такой куда-то в неизвестность. Это уже будет там, аккуратно, он, естественно, посмотрит, выходить, не выходить. Ну, это как-то будет уже более безопасно. А вот эти прямые выходы наружу мы пока не очень успешно, но тем не менее с переменным успехом мы ведем борьбу. Вот. Мне на самом деле уже стало просто интересно, смогу ли я их победить. Видите, даже стал технические средства изобретать, какие-то ролики с трубами. Ну вот, мыша, кот Вилли подтянулся, гордится, сидит, гордится. Это, говорит, я его научил. Штаны такие белые. Да, штаны такие, поза такая классная. О. Все, смоталась мышь, нет? Не-не-не, теперь он ее не упустит. Нет, не упустит. Последнюю секунду. Сидит, любуется, натюрморт. А Анфисия в это время все продолжает нести свою вахту. Итак, давайте про поле. Вы уже видели вот этот сюжет с комбайном. То есть рожь, так сказать, поспела. Фермеры наши бравые, выкатили комбайн. Вот потом вот эту солому все надо было убрать, вот такие рулоны скатать. И вот машина ездит, смотрите, это трактор. Вот он ездит, вот эти рулоны делает. Мне всегда это очень нравится, вот это за ними наблюдать, такие с воздуха такая игрушечная машинка катается, смотрите, занимается очень интересными такими вещами. Сейчас раз, и рулон сейчас выкатит. Готово. Вот, немного гортензии покажу. Значит, мы, лето. Понятно, что купаемся, понятно, какие-то там водные развлечения. Но есть и некоторая экскурсионная программа. У нас гости из Германии. Вот. И в том числе мы съездили на такие рыцарские забавы. Вот в этом замке, рядом с этим замком. Это Хох-Остервиц. Вот. Там разыгрывается представление, как злые тирольцы напали на карентийцев и пытались захватить замок Хох-Остервиц под предводительством их принцессы Маргариты Пельмень. Вот. Маульташи. Такая у него фамилия, переводится как Пельмень. Видите, замок в великолепном состоянии, очень такой красивый, автентичный. Поэтому экскурсионная программа у нас тоже некоторая присутствует. Я, видимо, на другом канале выложу более подробный ролик про вот эти наши поездки. Подпишитесь, пожалуйста, на канал, включите уведомления. Если понравилось, поставьте лайк. Успехов вам. Пока-пока.